Здесь это комната для моего работы, мой офис. Я здесь принимаю моих клиентов. И большинство моих клиентов, им нравится играть роль раба, а мне роль госпожи. Поэтому я принимаю к ним БДСМ-инструменты, наручники, плетки и всякие такие разные вещи. Эти плетки и поводок Нора сделала своими руками из натуральной кожи. Потому что у нас в Армении нет магазинов секс-шоп. Я только банты, полицейские наручники купила. Магазины для взрослых в консервативной Армении под запретом, но спрос на секс-услуги высокий. Клиентов Нора принимает в съемной квартире. Мне сейчас звонил клиент и спросил про услуги, какие у меня услуги и сколько их стоит. Дяденька примерно 45 лет. 40 тысяч армянских драмов. Это почти $90. Норе всего 19 лет, и она открытый армянский трансгендер. В прошлой жизни ее звали Арменом. Мои родители из организации свидетелей Иеговы, и это была огромная проблема в моей жизни и для меня, потому что они не принимали меня и таких людей, как я. Когда Нора стала старше, родители настояли, чтобы она вступила в секту. Потом, чтобы изгнать из нее бесов, ее заперли дома. И Нора сбежала. В одной квартире с Норой живет трансгендер Моника. Когда Моника была парнем, она была востребованной моделью, снималась в сериалах и рекламе. Но после перевоплощения рекламные агенты разбежались. У меня сразу каждый раз говорили, все, ты за пределами конкурса. Оказавшись на улице без денег, Моника занялась секс-работой. Нора тоже занялась проституцией не от хорошей жизни. Когда начались проблемы с родителем и те лишили ее денег, она устроилась в кафе официанткой, но очень быстро ее уволили. Ненормально относились ко мне, несколько дразнили меня и угрожали, что будут бить после работы, там что-то. Но там я долго не работала, почти 34 месяца, потому что те люди, которые ходили в кафе, сказали, что они не хотят есть ту еду, которую им приносит трансгендерная тюрьма. В среднем Моника и Нора получают по 300 тысяч драм. В переводе на рубли это 40 тысяч. Приличная для Армении сумма. Заработанные деньги Моника откладывает на операцию по смене пола. Операцию по смене пола в Ереване делают, но делают это нелегально. Врач приходит к нам в Ереван каждые 3 месяца. С Москвы, кстати. Цена стоит 1 миллион 600 тысяч драм. Это $3500 почти. В Ереване есть одна клиника, которая идет на эти риски. После смены пола пациент неделю тайно лежит в больнице, а потом незаметно уходит домой. Транслюди не могут сделать операцию пола, потому что в Армении нет этого закона. Не меняется паспорт транс-человека. В паспорте самое главное, это биологический пол остается таким, каким он был с Рождества. Человек может менять свое имя с мужского на женское, но пол остается тот же самым. Это Сергей Габриэлян, глава New Generation, армянской НКО, которая занимается помощью ЛГБТ и профилактикой ВИЧ. Всего в Армении 3 организации поддержки ЛГБТ-людей. В конце мая Сергей Габриэлян и его коллеги стали известны на весь армянский мир благодаря селфи с сэром Элтоном Джоном. Было принято решение подавать на грант Элтона Джона, и вот сэр Элтон Джон приехал в Армению встречаться с нашей организацией, потому что мы единственная организация сейчас в Армении, как я уже сказал, что работаем по этим вопросам. And that's what we've come here to meet these people so that we can establish contact with them. And I think with the new president and the new prime minister that things in Armenia will change for the good. Элтон Джон восхитился народом, совершившим бескровную революцию. Но далеко не все армяне обрадовались открытому гею, приехавшему в страну с мужем. Люди, да, говорили, на него яйцами тут тоже кидались. Да. Прямо здесь? Здесь, да, в него кидали яйцами. Вот женщина одна. Зачем он вообще сюда пришел, говорила, и туда-сюда. Но это было ужасно. Но этот человек после такого, не знаю, придет он, не придет. Помните, что я рассказала про этих моих клиентов, которым нравится роль раба? Вот эти самые рабы выходят на улицу и говорят, что нас надо сжечь, убивать, выгнать из Армении. Но они сами дают деньги, чтобы
Мы унизили их в сексе, и мне это нравится. На улице они очень гомофобные, а после 12 они ходят к нам в клиент. Каждую ночь здесь встречаются трансвеститы и транссексуалы. Здесь они находят клиентов. Для трансов встать вот так на дороге ночью – это риск. Очень часто на них нападают с дубинками. Зачем пришла? Потому что я пьяная сейчас. Выпила, чтобы... Через 10 минут подъедет машина, и Жаклин уедет на съемную квартиру. Это ее первый клиент после долгого перерыва. 3 месяца она не выходила на улицу. Недавно, принимая клиента, Жаклин чуть не погибла. Все было хорошо, мы выпили, курили. Как будто он сказал, давай еще раз. Я говорю, нет, не хочу просто. И он сказал, нет, хорошо. Выключил сигареты и сбросился на меня. И душил, и ударил. У меня даже в голове отсюда до сюда вот такой большой шрам. 5 дней лежала в коме. Транссексуалы – самая уязвимая группа армянских ЛГБТ. Они становятся жертвами прохожих, собственных родителей или клиентов. Сирануш работает в армянской организации помощи ЛГБТ-людям «Пинк Армения». В ненависти и агрессии в отношении ЛГБТ она обвиняет прошлое правительство. Сирануш верит, что при Николе Пашиняне все изменится. Самое трогательное во время этой революции для меня – это когда мы перекрывали улицу скамейками. Однажды я увидела, как армянский Кярту – это консервативный мужчина, и трансгендерная женщина вместе таскали вот такую скамейку и перекрыли им улицу. Но это было очень трогательно. У меня на глазах аж заворотили слезы. Здесь 1 месяц назад здесь все улицы закрыты были. Я тоже закрыла улицы. Вообще, мы, эта революция, когда была, мы ЛГБТ-сообщество Армении, мы вместе были, как цемент. Карабина по паспорту Гарик – одна из самых известных в Армении трансгендерных женщин. Армянские ЛГБТ-организации уже давно заметили артистические данные Карабины и снимают клипы с ее участием. О том, что их сын Гарик любит мужчин, родители узнали от директора школы. Гарик написал записку с признанием в любви однокласснику, а тот тут же рассказал учителям. Отец запер Гарика в подвале и месяц морил его голодом. 16-летнему парню пришлось бежать из дома. Уже 6 месяцев Карабина не занимается сексом за деньги. Полгода назад она встретила любовь. Неожиданно предпочитавший мужчин трансгендер полюбил армянку Аревик. У меня есть и жена тоже. И моя жена беременна сейчас. 3 месячная. 3 месячная. 3 месяца были жена. Да, 3 месяца беременности. А она не знает про то, что ты... Вот она. Здесь. Да, моя жена здесь сейчас, но он не хочет ко мне присоединяться. Я очень люблю медитацию, йога. Вот так. Карабина познакомилась с Аревик в больнице. Во время работы на улице на Карабину напали и жестоко избили несколько неизвестных. В больнице медбратья шутили и издевались над маникюром и париком Карабины. И за нее вступилась случайно оказавшаяся рядом Аревик. А Монике пока не везло в любви. Скоро 24, а еще даже нормальных любовных отношений у меня не было. А самое хочется. Кто может знать, через пару десятков лет, возможно, и люди трансгендеры могут забеременеть. Я не знаю. Но я только надеюсь на лучшее, и все. Верю в это.